Подразделения российских вооруженных сил за ночь продвинулись еще на 4 километра и полностью взяли под контроль населенный пункт Сладкое. В настоящее время уничтожают разрозненные группы националистического батальона «Донбасс». Группировка войск Донецкой Народной Республики завершает разгром остатков 53-й механизированной бригады украинских вооруженных сил, развивая наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка. Всего за ночь в данном районе уничтожено до 50 боевиков, 3 танка, 4 БМП, 2 орудия полевой артиллерии и 4 автомобиля повышенной проходимости. Кроме того, подразделениями Донецкой Республики ведутся бои с подразделениями 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил и завершается овладение населенным пунктом Верхнеторецкое. В населенном пункте Николаевка в пригороде Киева российскими военнослужащими был взят под контроль защищенный заглубленный командный пункт Вооруженных сил Украины. Добровольно сдались в плен 61 украинские военнослужащие пункта управления, из которых больше половины старшие офицеры Вооруженных сил Украины. Ночью 21 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области. Уничтожены более 80 наемников и националистов. Также высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожен склад боеприпасов и штаб механизированной бригады в районе населенного пункта Селец. Группой ночных охотников, состоящей из вертолетов К-52 и Ми-28Н, в ходе ночных ударов уничтожено 8 танков, 4 БМП и 3 БТР. За ночь оперативно-тактической армейской авиацией поражены 44 военных объекта Украины. Среди них 4 командных пункта, 2 установки реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Наливайковка и Золочево, 6 зенитно-ракетных комплексов БУК-М1 и 3 артиллерийских орудия М100Б в районе населенного пункта Выжгород, 4 склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 места скопления боевой техники. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе над населенными пунктами Чернобаевка и Циркуны еще 2 украинских беспилотных летательных аппарата. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 216 беспилотных летательных аппаратов, 180 зенитных ракетных комплексов, 1506 танков и других боевых бронированных машин, 152 установки реактивной системы залпового огня, 592 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1284 единицы специальной военной автомобильной техники. В городе Сумы ночью была реализована спланированная провокация украинских националистов, о которой несколько дней назад официально предупреждала Минобороны России. По заявлению главы Сумской областной администрации, на заводе Сумы Химпром произошла утечка аммиака. Угрозы для жителей Сум нет, так как воздушные массы двигались не в сторону города. Напомню, что еще 19 марта мы официально предупредили о минировании данного предприятия украинскими националистами для совершения провокации с целью обвинения России в якобы применении химического оружия. Хочу в очередной раз подчеркнуть, вооруженные силы Российской Федерации не планировали и не наносят никаких ударов по украинским объектам хранения или выработки ядовитых веществ. Координаты всех подобных объектов и данные о хранящихся там ядовитых веществах на территории Украины получены нами при захвате боевой документации 4-й бригады Украинской национальной гвардии. За любые возможные инциденты с украинскими объектами хранения ядовитых веществ несет прямую ответственность киевский националистический режим.